Women and power. Women are important for revolutionary growth. Воспитывая мальчика, вы воспитываете мужчину. Воспитывая девочку, вы воспитываете поколение. Добро пожаловать в женский фонд. У нас сегодня в гостях Анна Завардина. Как я знаю, ты уже недавно, кстати, в Америке, и ты уже много чего добилась в карьере, и я слышала то, что ты открываешь свою компанию. Можешь ли рассказать об этом? Аделя, очень приятно с тобой увидеться здесь, в студии. И ты у меня очень хорошая подруга, всегда меня поддержишь. Спасибо за приглашение, очень приятно и на самом деле очень, как скажем, действительно поразительно, что люди на тебя, знакомые люди на тебя смотрят и видят тебя успешным человеком, поэтому спасибо тебе еще раз. Я в этой стране около 15,5-16 лет, ну, где-то между. Да, вроде как и долгое время, но для некоторых это и малое время, для меня это пол моей жизни, поэтому да, это действительно долго. Ты права, здесь есть действительно доля правды в плане, что начинала я с трудных работ, да, потом, конечно, труд и знания, обучение довели до высоты карьеры. Но я бы даже и не сказала, что я очень многого добилась, потому что еще в этой жизни многого чего нужно добиваться, и можно, и нужно, и обязательно нужно вместе идти с другими женщинами, помогать им и расти вместе. Да? Без друг друга мы никто. И сейчас начну плакать. Ну ладно. Платочек попробую найти. И, конечно же, с ростом, да, мы знаем прекрасно, что идя в какую-то компанию, мы понимаем, что когда-то этому придет потолок, да, некуда уже будет расти, и стать своим боссом ты уже как бы не сможешь никогда, да, потому что ты все равно работаешь на кого-то, и кому-то комфортно. Ну и я считаю, что пока у тебя есть эта жизнь, нужно действительно добиваться высот и расти дальше. И с тем самым я и моя подруга, мы решили открыть свой бизнес. И вот мы в стадиях, мы уже знаем идею, мы уже знаем, как мы это будем делать. Остались теперь только моменты времени, и кто нам этим будет помогать, или что нам будет помогать. Интересно. Да. И в какой сфере вы начинаете открывать бизнес? Можешь ли рассказать больше? Конечно. Может, я тоже соединюсь. Но эта сфера вот нам всем известна, это операционное управление и информационные технологии. Да? Мы работаем, практически весь мир работает вокруг информационных технологий. И это будущее. И это будущее, это правда. Да? Мы не можем жить без наших телефонов, все, что связано с произведением этих агрегаторов, да, тех же iWatch, машин электронных, да, все как бы дома мы сейчас пытаемся автоматизировать, да, и все это у нас идет в один маленький предмет, да, с которым Тесла мы можем открываешь. Шучу. Ну, в общем, я в этой сфере уже где-то около 8-9 лет, и мы, говоря с подругой, у нее есть сильные стороны project management, и она еще и UI-дизайнер, это когда user experience, когда ты умеешь там навигацией управлять по своему экрану, где, куда пойти, как это работает. Даже, знаешь, когда ты нажимаешь, вот ты айфоном пользуешься, ты когда нажимаешь, ты хочешь что-то убрать с экрана, да, и когда он тебя жужжит, да, вот этот вот, именно вот это вот feelings, да, когда чувство AI, Artificial Intelligence, это вот кто-то строит же это все, да. И мы с подругой поговорили о том, что мы действительно верим в силу наших знаний, в силу того, что мы можем изменить, поменять мышление компаний, маленьких, больших, неважно, да, как нужно обучать
людей, которые работают в управленческой и информационных технологиях. Сейчас на данный момент очень сильно развито, это нужны преподаватели. И они должны быть физически находясь в комнате с тобой или там виртуально. И это большая проблема, потому что очень мало экспертизы, очень мало экспертов сейчас. Все еще не поняла, что ты открываешь еще. То есть она тоже в этой сфере или она с другой сфере, вы начали? Роли наши в этой же сфере, этой же то есть сфере. там очень много ролей, но в действительности, имея расширенный круг образования, да, ты можешь принести это в одну ячейку, в одно что-то, в одну платформу. Да, вот мы ее называем платформой, действительно, потому что она будет у нас образовательная платформа, которая будет помогать людям в своей рабочей структуре образовываться, если у тебя нету такого тренера. Что компании будут делать? Они будут иметь возможность приобрести абонемент, скажем так, да, который им будет позволять помесячно оплачивать, и наша платформа будет им предоставлять разные, допустим, какие-то, как они называют по-русски, чек-лист, да, когда у тебя нужно галочки поставить, там, что тебе нужно сделать, да, что тебе нужно сделано. Либо у тебя есть видео, которое тебя прям, может быть, это 30 секунд видео, которое тебя проведет, окей, зашел сюда, сделал это, и у тебя интеракционный, получается, либо artificial intelligence человек, которым может быть и робот, которым может быть человек, и в то же самое время у тебя есть возможность самому этому обучиться, нежели у тебя должен быть постоянно какой-то тренер. И вместо того, чтобы искать у себя в компании, где же эти тренинги, ты просто идешь на сайт, у тебя есть свой логин, и ты все это сам делаешь там. Интересно. И вы создаете эти тренинги? Да. Интересно. То есть вы будете спрашивать компанию, что у них не хватает, создаете эти тренинги, и то есть они покупают у вас membership, да? Они могут купить membership по своим, по то, что им действительно нужно сейчас, да, то есть, допустим, basic, да, мы говорим, самый минимальный, который уровень идет, да, там может быть, допустим, очень ограниченное количество какого-то обучаемого пакета, и либо компания, которая действительно нуждается в очень большом количестве обучающего материала, то они могут себе действительно это позволить, и они хотят действительно развивать своих работников, да? И как они сейчас работают? Например, у них нету этой системы, и как они работают сейчас без вас? Ты знаешь, я всегда задаюсь этим вопросом, где же я могу найти эти материалы? Мне постоянно, ладно, Google в помощь, но там столько разных ссылок, что ты иногда просто теряешься, а это та ссылка, которая мне нужна, или это не та. И там, когда ты заходишь на тот же YouTube, и ты что-то смотришь, ты получаешь, допустим, ответ там, окей, вам нужно посмотреть видео, и этому видео 2 часа. И ты такой, блин, а где же время-то найти? То есть вы будете сортировать это все? Обязательно, конечно. Должно быть оно все очень организовано, чтобы человек не мог потеряться именно на самой платформе. Там еще такая интересная будет такой интересный будет AI. Он будет как бот работать. Бот? Да, он как навигатор по сайту. По твоему запросу он будет находить то, что тебе нужно. Интересно. А если я не могу что-то, у меня какие-то вопросы есть, вы будете ли проводить тренинги? Тренинги, да, наверное, будете тоже делать? Или... Все возможно. И оно будет, да, потому что без людей ты действительно не можешь воспроизвести эту платформу в жизнь, и ты не можешь ее усовершенствовать, если у тебя нет физических людей. Эти люди должны быть, вот как мы их называем, change agents. Это агенты по
какому-то изменению. Эти люди, они идут на разные платформы, они работают с компаниями, с людьми, и они понимают, вот они видят, как у них происходит этот процесс, практика, принципы, да, следуют ли они по этим принципам, допустим, какой-то методологии, если они за ней следят, за этой методологией. Действительно ли это помогает, да, то есть мы тоже не можем сказать, что через год мы там будем сверкать на рынке, и мы будем просто самой популярной компанией в мире, если мы не будем иметь людей, которые будут проводить вот эти researches, да, поиски, не будут делать assessments, когда обзоры, да, и действительно смотреть, на что реагирует более человек. Может быть, нужно что-то поменять, потому что мы не видим, что это работает. Может быть, нам нужно это усовершенствовать. Люди все равно должны присутствовать при этом. Ну да. Каждый час, каждая неделя, каждый день что-то меняется, правильно? Надо все время апгрейд, то есть развивать все. А как ты открыла компанию? То есть тяжело ли было открыть компанию? Как вообще работает это? В Америке. Ну, как раз вот мы только об этом говорили. Мы только с тобой об этом говорили, да, вот что преимущества какие у нас здесь, в стране, да, что ты можешь прям в минутах открыть. Но опять же, ты должен знать, что тебе нужно, ты должен понимать, если ты будешь нанимать людей, то тебе нужно действительно узнать эту информацию. В принципе, Google тебе в помощь, на самом деле, ты можешь зайти и спросить, какую компанию мне лучше открыть. Да, тебя спросят. Смотря сколько людей и чем компания будет заниматься. Конечно, да. То есть это, в принципе, не занимает долгого времени. Есть разные варианты, и уже смотря по своим финансовым возможностям, там это недорого. Я знаю, что вообще даже более $600 не занимает, чтобы что-то открыть. Поэтому, в принципе, это не так больно бьет по твоему карману. Но ты должен, естественно, это тоже понимать, что что-то, какие-то расходы все-таки будут в начальном этапе. Да. Где найти эти деньги, это уже другой разговор в другой раз. Лом берите. Окей, наш следующий вопрос. Мы знаем, что в DMV разные люди из разных стран, и наши люди тоже, да, из Central Asia. Забыла на русском, как это говорить. Русскоговорящих, да, наших, да. Ну вот, когда ты первый раз приехала, как тебе? Было ли тяжело? Что бы ты посоветовала нашим русскоговорящим людям? Как им надо вообще развиваться здесь? Как начинать все? Знаешь, я не знаю, помнишь ты или не помнишь те времена, когда нам никогда не советовали там слушать мотивационных спикеров. Что-то говорят не то, что это что-то какая-то спекуляция, это абсолютно, да, то есть это все неправда, не надо слушать их. А на самом деле, вот если бы, может быть, я послушала бы пораньше, то я, может быть, вспомнила некоторые моменты, которые я себе забыла. Ну, что у нас больше всего не хватает иногда, это нашей уверенности, да. У меня не было таких знаний, у меня не было такой помощи подтолкнуть меня именно пойти, подумать, посмотри там, допустим, мотивационные видео, посмотри какие-то обучающие маленькие отрывки, где они тебе могут помочь хотя бы понять, чего ты именно ищешь в этой жизни, да. А уверенность, и когда она вырастает, она тебе дает возможность идти вперед. Когда у тебя нету преград перед тобой, ты будешь идти, узнавать, писать, делать, снимать. Все, что ты делаешь, да, ты будешь это делать, потому что у тебя уверенность. А знания, мы их действительно, мы узнаем о них во время, когда они нам нужны, да, либо когда мы разговариваем с человеком, мы узнаем что-то о нем новое, или мы хотим узнать информацию о именно каких-то сегментах, которые нам нужны в жизненной сфере или в профессиональной сфере, да, то есть мы ставим себе какие-то цели, либо дома, ну что нужно убраться, да, но это мелко, да, а если уже большие цели, да, когда мы хотим действительно расти дальше, может, они длиннее, да, цели эти.
Мне так хочется много поговорить об этом, но мы можем взять 5 минут паузу, да? Рекламная пауза, и мы вернемся. Хорошо. Tax preparers shouldn't take up the majority of your working hours. Walk in or schedule an appointment with a professional tax preparer at Tax Express to get the quickest refund. In fact, we provide the fastest way to get your refund. We promise to find every last tax deduction available so you can get the most from your tax return. Call Tax Express to schedule your appointment. Вернулись. Опять другой вопрос. Какие трудности ты видишь, как женщина стать независимым бизнесвумен? Трудности. Ну, трудности будут всегда, мы же женщины. Ну, не говори. Трудности Правда? всегда, да, у нас разные роли в нашей жизни. Мы где-то сестры, мы где-то подруги, мы где-то дочери, мы мамы, мы еще и карьеристы. То есть здесь трудностей действительно много, но я не считаю, что они трудности. Считаю, что это очень даже здорово, когда у тебя есть столько ролей, ты действительно можешь показать вот свою красоту, именно быть женщиной. Ну, то есть мочь и уметь — это здорово, но знания тебя несут дальше, да, то есть они красят тебя доброта твоя, твое душевное состояние, знание, умение, расположение себя, что ты можешь познать, если тебе приходит трудность, ты ее познаешь, и ты ее пройдешь, и для тебя это уже не больше не трудность. Есть ли разницы, мы об этом разговаривали, есть ли разницы, трудности, например, строить карьеру в России как женщина или строить карьеру в Америке, да? Как думаешь? Мы об этом разговаривали, кстати. Интересно, да. Здесь такой вариант, как бы... Я помню, что тебе сказала, что, опять же, я не живу в стране, в России очень много лет, поэтому здесь тяжело действительно понимать, где тяжелее, где легче. Но хочу сказать одну вещь, что понимая, что в городах может быть попроще, потому что там более рвение, стремление есть в конгломерации там, больших компаний, ты идешь, и ты можешь пробиться немножко подальше, повыше, да, а там еще есть такой устав, что девушка должна быть мамой, дома сидеть, ну, как так, да, но на самом деле очень много молодых девушек, которые действительно понимают, насколько они любят то, что они делают, они хотят это с кем-то поделиться, да, и они выходят на рынок, и они начинают проходить свои трудности и выходить на рынок своего бизнеса, нежели это продавать онлайн-магазин, либо физический магазин, либо быть ютубером или еще кем-то, а может быть ты действительно управленческим бизнесом в банке. В Америке здесь попроще, но здесь тоже есть свои трудности. Какие трудности? Как женщина. Они все равно показываются в отраслях, в принципе, во всех отраслях. Ты знаешь, как и с мужчиной, так и с женщиной здесь есть трудности. Говори об этом. Да, иногда бывает, что трудности с женщинами. Давайте не будем скрывать этот момент. Уже женщины у нас очень, как это, competitive, да, почему она там? Да, я тоже хочу. А как мне это сделать быстрее? Да, тут уже появляется такой... Зависть женщины. Зависть женщины, да, ну ладно, не будем утрировать, да, действительно так оно и есть. Зависть женщины, оно может действительно тебе принести ту трудность, и ты вот здесь преодолеть ее тяжелее. А с мужчиной, мне кажется, намного проще работать, и поговорить, и договориться. А хотя в наших странах, наоборот, да, то есть женщины друг друга как бы поддерживают, а мужчины нас всерьез не воспринимают, как бы, я так думаю.
Ну, нет, я бы не сказала, что это на 100% правда. Ну, большинство, мне кажется. По крайней мере, в Узбекистане у меня такое чувство было. Мужчины всерьез не воспринимают женщин, кто строит карьеру, да, женщины. Бывает зависть, конечно, тоже, но во многих случаях мы поддерживаем друг друга, понимая то, что откуда мы идем и что мы собираемся делать, как нам трудно, да. Я, конечно, не знаю, как в России, но то, что я видела, В моей, такая не в моей разница. семье. В моей семье всегда Не в семье. приветствовалось. то есть на работе. Даже, вот я про семью говорю не именно там мама, папа, я еще кто-то, да, а именно моя большая семья, во всей моей семье я не видела того, чтобы тебе прям говорили, ты должна дома сидеть, Ну, как женщина. В России, конечно, более, да. То есть всегда приветствовалось, ты хочешь себе открыть бизнес, иди вперед, и тебя поддерживаю. Если ты хочешь чего-то там добиться, да, конечно, это не везде так, да, то есть свои уставы как бы, а как это так, ты пойдешь этим заниматься, там, да, то есть вот нехватка знаний у некоторых поколений, да, она действительно как бы идет туда, где что начинают спрашивать такие вопросы, а как же, это же страшно, а это же невозможно, а как вот у тебя, может быть, это придут, кто-то тебе придет, что-то сделает, то есть вот этот страх, боязнь постоянно сидит, и не дай бог, да, что-то с тобой случится, но надо переходить эти трудности. Меньше, чем у наших. То есть, да. Окей, следующий вопрос. Кем и где ты видишь себя как бизнесвумен в ближайшие 10 лет? Про яхту я знаю. Шучу. Чья же она будет? Наша. Шучу. Хорошо, это вот поддержка женщины наша. Хорошо, 10 лет. Ну, 10 лет, это, конечно, громко сказано. Я не знаю, на самом деле, как это будет 10 лет, но что я вижу, это то, что за эти 10 лет я хочу очень много научиться. Я хочу помочь другим женщинам встать на ноги. Я хочу помочь людям, которые имеют даже, нету возможности, допустим, слышать, видеть, развивать эту сферу помощи, потому что мы все люди. И здесь, на самом деле, вот этот рост, который меня приведет через 10 лет, он мне покажет результаты. Но сейчас, да, конечно, есть вот там, окей, хорошо, там, физически там у меня должен быть дом, там, семья, там, бизнес построенный. Какой он вот этот вот бизнес будет? Вот это еще не прописано. Но я знаю, что это будет очень успешный проект, который поможет другим женщинам, другим людям быть тоже успешными, любить свою работу, расти вместе с нами, помогать нам с инновациями, продвигать новые технологии, продвигать новые платформы, обучение и много других интересных вещей. Я знаю то, что сейчас интервью делаем, тоже это помочь другим женщинам. Мы это интервью создали из-за того, что женский фонд, да? Спасибо за твою помощь, и я надеюсь, мы еще в будущем увидимся и поговорим, что происходит с твоим бизнесом, да? Да. Спасибо за интервью. Надеюсь, Спасибо скоро тебе еще раз большое, Аделя. увидеться. Спасибо вам всем. Dar Khan Studio.